Всем привет! Сегодня записываю видеоответ на вопрос одного из подписчиков. Он спрашивал, как сделать декоративную линию беговку фольгой. На самом деле это был такой экспериментальный вариант, который в принципе получился, и почему бы нет, эту технологию можно использовать в своих изделиях при желании. Вот. Что нам для этого нужно? Нужна термостанция или же паяльник с регулятором, чтобы можно было выдержать примерно плюс-минус 30-130 градусов температуру. Эта температура нужна для теснения фольгой, для работы с фольгой. Второй нюанс. Нужны насадки. Насадки, значит, на термостанцию вот такого вот плана, чтобы у нас при касании, допустим, с кожей, вот, оставалась только вот эта вот линия, да. Вот видите, такая очень глубокая выемка. То есть в этом месте в выемке у нас насадка, она не касается кожи, поэтому след оставлять не будет. Останется только вот эта вот линия. То же самое, допустим, если нету термостанции, можно использовать паяльник. Паяльник и насадки вот эти вот китайские. Изначально у них вот эта канавка очень глубокая, и вот эти как бы грани очень такие острые. Я это все дело сточил, но если, допустим, делать такую декоративную линию, то в принципе можно их не стачивать, оставить такую же глубокую канавку, просто немножко как бы вот сгладить вот эти вот грани. Сейчас поставил термостанцию нагреваться. Смотрите, допустим, если будет вот такая вот насадка, то у нас торец, который вот завернется, он тоже будет покрываться, по сути, фольгой. Вот. Потом есть вот такие еще насадки, но я их как бы не тестил, четкую линию не получится сделать, но как бы по краю, к примеру, какую-то рваную такую линию фольгой можно получить, можно оставить. Есть еще очень вот такие мелкие, как бы с небольшим отступом насадки. Здесь сложно будет получить как бы линию ровную из-за того, что очень маленький отступ, а фольга она будет сейчас сгибаться, мяться, поэтому какую-то четкую красивую линию мы не сможем получить. Значит, еще есть как бы два варианта. Первый — это сначала мы делаем просто беговку, да, делаем декоративную линию вот на наши заготовки, а потом уже прикладываем фольгу и еще раз проходим эту же линию, только уже с фольгой. Такой вариант чем как бы лучше? По рекомендациям, допустим, работы с фольгой, желательно, чтобы она, как бы сам оттиск фольгой, он был вдавлен. Тогда как бы трение фольги, допустим, каких-то поверхностей, там рук, она минимальна, и фольга таким образом прослужит дольше, она не сотрется. Если же мы сразу, допустим, приложим фольгу и сделаем линию, то, вот как в данном случае, то такой вариант, он якобы менее долговечен, но насколько его хватит, тоже как бы вопрос. В общем, сделаем как бы первый вариант, то есть изначально проделываем линию декоративную без использования фольги. Вот, допустим, по контуру нашего изделия с отступом. Вот, получаем линию. Далее можно как бы поступить по-разному. Здесь я обычно вот так вот отрезаю, допустим, кусочек фольги, выставляю его. Немножко там может, в зависимости, конечно, от отступа вот этой насадки, в данном случае вот чуть-чуть не доходя до края, да, выравниваю эту фольгу. И ее в идеале, конечно, как-то вот так вот натягивать, потому что она при работе с насадкой начинает ее гнуть. Эту технологию я тоже как бы не отработал. Если найдете какие-то оптимальные решения, вот, допустим, для натяжки, для фольги, для работы, пишите в комментариях, буду благодарен. Итак, в общем, делаем эту линию. То же самое
Вот видите, ее начинает гнуть. Вот в этом месте может, конечно, получиться косячок. Но, в принципе, смотрите. Видите, там, где согнула фольгу, немножко как бы видно, что ее не допечатало. В таком случае что я делаю? К примеру, если фольгу вот так вот согнула, я отрываю, допустим, отрезал и накладываю еще раз, и уже с этого места начинаю вести. То есть можно получить вот такой вот результат. На каких-то изделиях, к примеру, вот как здесь пряжка в золоте и вот эти линии декоративные золотые, оно в принципе симпатично смотрится. Ну, еще бонусом покажу, как можно, допустим, торец окрасить, даже не окрасить, а как на торец можно нанести ту же фольгу. Здесь как бы все просто. Изначально торец мы полируем, то есть это кожа растительного дубления ременная. Полирую клеем КМЦ, потом накладываю фольгу, вот тоже так, чтобы была натяжечка. Ну, это как бы на скорую покажу. Та же насадка, к примеру, если толщина кожи позволяет, то можно этой же насадкой. Если, допустим, не позволяет, можно каким-то вот таким вот шпательком или вот таким вот, или той же насадкой, только вот так вот. И берем, проводим. Так, и смотрим, что получилось. Ну, как видите, вот такой какой-то рваный эффект. В принципе, у меня получалось немножко получше. Может, из-за того, что насадка не прилегает во всех местах. А может, она уже немножко подостыла. Ну, то есть, принцип понятен. Можно таким образом окрашивать торцы или делать вот такой какой-то необычный как бы эффект. Единственное, что я еще не тестил, это нанесение потом какого-то финиша, которым можно было бы это все дело закрыть и защитить от повреждений. Над этим тоже еще нужно поработать. В общем, я надеюсь, что видео вам будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.